Итак, всем привет, с вами Trimetral, мы продолжаем проходить Cursed Mountain. Итак, что было в прошлой серии? Что-то я забыл. Ну да, точно. Мы должны были открыть дверь, на которой 3 символа, и 2 из них мы разрушили. А как разрушить 3-й, я что-то пока не вдупляю. Потому что всех призраков, по-моему, мы уже убили. В тех местах, куда мы могли пойти. Хотя, может, сейчас еще один появится. А может и нет. Так, я что-то помню, я ломал эти башки или нет. У меня уже 27 палочек. По-моему, этого вполне хватит на долгую и беззаботную жизнь. Слушать так не могу. Печально. Так, здесь я призрака убил. Что это у нас? Еще одна книжка. Ну, достали. Я еще с прошлой серии, по-моему, ничего не читал. Я просто получил. До сих пор мне влом читать. Конечно, эти истории по 7-6 строчек. Но, блин, я и так уже проникся в эту атмосферу. Даже пугать они начали меня сильнее. Блин, я что-то не заметил этой двери. Что бы это могло быть? Ну да ладно. Эрик, ты где? Помоги мне. Сюда. Так, что... Шуметь. Что вас всех, а? Вот расслабишься на некоторое время и нафиг пугают твари. Так, ну здесь, по-моему, еще можно было спуститься, нет? Не, нельзя, значит только сюда. Фух, ё-моё. Так, ну ладно. Залазим. Как быть? О, мы пришли на вершину. А, нет, еще не вершина. Ой, сколько шло здесь, ребята. Баратюни. У этого даже какая-то корона. Так. Косой. Блин, я тоже косой. Уйди. Уйди, тварь. Уйди, тварь, говорю. Кому сказал уйди? Че, не понял, что ли? Ну, иди сюда. Так, я надеюсь, они не готовы меня убивать. Зато я готов убивать тебя. Получи, скотина. И получи еще раз. Еще раз хочешь? Нет, не хочешь? Тебя хватит. Блин, что это сильно жестоко. Ай-яй-яй, туда нельзя пройти. Ты сейчас умрешь. Тут даже как ее это назвали? Мягко не ходи. Короче, к гадалке. Ну, это не важно. Менма. Что-то Менма. Да, уже все забыл. Обалденно. О, и последний, 3-й символ ушел. Зашибись. Так, что у нас здесь прогресс? Так. Что это? Что это вообще забыл? Нафига я сюда пришел? Ну да. Хотя я как его звали? Ох, как же я туп на имена. Печально. Тохма. Как что-то монаха позвали. Так. Да еще какой-то странный мужик.
монах появился здесь, который зовет нас. Но у нас дверь открылась очередная, поэтому я думаю, я туда пойду лучше. А то как-то за призраками бегать до особого удовольствия меня это не вызывает. Я все-таки не охотник на призраков, хотя уже чувствую себя им. Это типа должно было быть страшно, да? Но извините, я не испугался. Маленькая статуя Будды. Да что там ходит такое, а? Эрик, не могу тебя увидеть, как темно. Большой брат где-то. Видите, Эрик это его брат? Что? Ой-ой-ой. Что это было? Так. Отлично. Внешняя атмосфера нас убивает, поэтому с ней разбираться надо побыстрее. Это что за фигня была? Что это, черт побери, было? Да получи ты, скотина. Фига ты косой, конечно, мужик. Что это было? Чё-то я ничего не понимаю. Он, видимо, изгнал. Ну что, спасибо ему. Лакпа. Ритуальная рука. Удерживайте правую кнопку мыши, вернее левую. Прикольно. Она притягивает, что ли? Забавно. Окей, не откроется, так не откроется. Что я должен сделать? Я что-то ничего не понимаю. Так, мне назад идти, что ли? Ох, что-то я сомневаюсь. А, то здесь две двери. А, нет, это заколочено. И она не откроется. Вернее, он из нее выбить не может. Почему это? Почему это он не может выбить эту гребаную дверь? Что-то за это мне слишком непонятно. Так, сюда мне не надо. Мне надо выше. Ну ладно, выше так выше. Может, мне на этих колокольчиках придется сыграть? Будет весело. Наверное. Томха. Черт, кошел звонит. Это типа он не смог открыть, да? Руку просунул сквозь дверь и смог открыть. Забавно получается. Да, так, здесь у нас ничего не было. Идем сюда. Кстати, а где этот монах стоял? Что-то я забыл. Около какого-то чего-то там он стоял. Погодите, я что, пропустил его? Как я мог ее подобрать? Как я мог? Да. Окей. Фрэнк, вы здесь? Вы? Это кто, интересно? Фрэнк и Томха. Блин, ну... наверное, это более русские имена. Запомнить было бы, скорее всего, легче, но... Ну, что поделаешь? Блин, я вот на 90% уверен, что мне сюда не надо было возвращаться. Блин, стрёмные какие статуи, а. Так.
пойму, зачем нужно эти. Зачем эта штука нужна? Она притягивает призраков, и я их буду бить просто обычными атаками, что ли? А как-то это нелогично. Наверное, в этом есть какой-нибудь плюс. Наверное, должен быть. Потому что, ну, бред получается. Хотя, если так и будет, то я все же сменю. Потому что та штука, которая стреляет, гораздо круче. Так. Ладно. Куда же мне тогда идти? Может, мне опять надо наверх подняться? А то я что-то не уверен стал в этом. Я не могу зайти в храм отсюда. Почему же я не сомневался в этом? Опа. Может, он там наверху где-то. Наверное, мне и надо было подняться наверх. А я тут брожу. Уже вторую серию так. Хорошо, еще до конца назад не вернулся. А то вообще бы фейл был. Жестокий. Так, ну ладно. Если подниматься, то подниматься оттуда. Если мути тихо. Так, что у нас тут такое страшное, что ли? Что это за решетка какая-то? Что за фигня? Ну да ладно. Так, ну что, друг, ты здесь? Или не здесь? Ой, что за фигня? Получается, братец наш, видимо, умер. Я не уверен, конечно. Блин, ну что делать-то, а? Черт. Я не пойму. Блин. И это печально. Если я задержу, я могу дальше. Не пойму, она меня может к чему-нибудь притянет. Или я к чему-нибудь притянусь. Я ничего не понимаю. Так, может почитать инфу. Символизирует способность к выполнению 4 мощных действий, удовлетворение, рост, подчинение, уничтожение, также символизирует господство над всеми препятствующими бесами. Ничего мне не дало, честно говоря. Что, честно говоря, печально. Блин, что делать-то? Бродить как-то опять не хочется. Ну что поделаешь. Я не знаю, может все-таки отключить запись, потому что... Ой, чует мое сердце, что я надолго здесь задержусь. А может и нет. Так, ну ладно, что у нас тут? Здесь вот была комната с 3 символами. Ну что нам тут делать? Ха-ха-ха-ха. Что сделать-то? Вот там вот вроде главный вход, куда зашел Фрэнк. Нет, через который зашел Фрэнк. Что теперь делать? Блин, так, что у нас тут? Ничего интересного, тут что, тоже ничего интересного. Держит в руке священные ритуалы. Ритуальные предметы. И что с того? Ну держит и что? Мне от этого легче.
заколоченная фигня. Фу. Чё делать-то, а? Блин, да ну нафиг. Наверное, я все-таки отключу запись и побегаю здесь. Итак, я нашел все-таки, что надо сделать. Надо было ту статуэтку сюда поставить. Да. Я, конечно, достаточно долго здесь бродил. Печально, конечно. Ну да ладно. Всего-то стоило. Так, камера под меня. Ну да ладно. Она быстро поняла, что я хочу сказать. Поэтому не буду на нее сильно злиться. Опа. Кстати, его зовут Хопа. Опа. Так, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Дайте угадать, здесь тоже ничего. Нет, не угадал. Тем лучше. Welcome to the Nyendikibuk Monastery, young Eric. I have been expecting you. I fear your journey until now has been a confusing one. Perhaps I can make things clearer. A year ago, I was studying in the monastery library when a trick of the light revealed that the ancient manuscript I was reading was actually a palimpsest, a scroll that had been written on, scraped off, and used again. What lay underneath was a breathtaking discovery. The location of an ancient terma. A terma is a key piece of wisdom that was written down in ancient times and magically hidden until such future time as the wisdom is needed. Only then does the terma come again to the light. I could not decipher the entire scroll, and so I brought it to Master Lama Kenpo Jigmelingpa for him to study. But in the meantime, I also told my good friend Edward Bennett what I had found, and that the terma lay waiting to be collected high on the sacred one. Bennett could not wait for the remainder of the scroll to be translated. Impetuously, he embarked on a solo climb to retrieve the terma, and suffered a terrible accident that resulted in the loss of his leg. By the time Bennett had recovered, Master Kenpo had deciphered the rest of the text. It was a prophecy about the man who would bring the terma down from the mountain. When I read the prophecy to Bennett, he immediately said that the words applied to your brother. Bennett brought your brother here and prepared him to climb the mountain. There were mundane preparations, of course, but also sacred ones. Normally, one cannot climb Chomolonzo unless one has journeyed on foot around the base of the mountain 12 times. Such a journey is known as a Kora. Of course, Frank had not completed these Koras, but Bennett persuaded Jomo Menmo's apprentice to perform a series of sacred rituals that would appease the goddess and allow Frank to approach her. The apprentice was a young girl named Mingma Yangzi. Something must have gone wrong. The day after Frank left camp, ghosts and demons started to appear. The Sherpas fled. My fellow monks fled. They have run away from the goddess for the very reason that you approach her. They flee themselves. You approach yourself. Thanks all the same, mate. But I don't believe in your goddess. I'm just here to collect my brother and move on. You don't need to believe in her.
You have been fighting these ghosts that you do not believe in, yes? They are only going to get stronger. And if you do not prepare yourself to approach the mountain, ultimately, these ghosts will defeat you. You think this is about your brother, and it is, but it is also about you. Not all ghosts wish you harm. Seek out the spirits of our departed lamas and learn what they have to teach you. Классно. У нас, оказывается, есть призраки-помощники. Ну чё, от этого будет только легче. Ах, так. Куда идти? Вниз, сюда. Так, ну очевидно, что нам сюда, поэтому я пойду посмотрю, что внизу. А внизу. А внизу ничего нету. Так, я сказал, что нам очевидно туда, да? А, видимо, очевидно, что нет. Так, пожалуйста, камера, вернись обратно. Блин, там вроде ничего нет, ну ладно. Подняться? Может, спуститься? Да ладно. Призраки чуть не сказал помойных. Призраки покойных лам. Так. В принципе. Так, отлично. Еще немножко жизни. Всегда пригодится. Отлично. И что, все? Только за этим осталось? Дверь. Сохранить. Сколько у нас там по времени осталось? 3 минуты. Блин, не знаю. А вот там вот мы сражались с теми призраками. Было весело, конечно. Ну ладно, значит, наверное, на этом я прекращаю серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Всем спасибо. Всем пока.